Это было пятилетним кошмаром. Я настолько плохой инженер, что я думаю, где-то до сих пор проложены какие-нибудь телефонные там, или интернет-кабели, и люди мучаются. Простите меня. Это был я. Мы здесь, в общем, получаем довольно нормальные деньги. Ничего не надо делать. Типа, не говори больше ни слова. Я несу свою трудовую. Блин, что-то в моей жизни идет не так, да. Я ухожу заниматься старобрядцами. Знаешь, сейчас появилась новая субкультура эму, потому что они с челками ходят как страусы эму. Какие челки у страусов? Типа, чувак, как бы... Ты что-то перепутал. Я люблю старобрядцев, ну, как бы мертвых, ну, в смысле, в хорошем смысле, тех, ну, своих этих столетней давности. Почему вы решили работать именно в вышке? Ой, слушайте, да где предложили, там и решил. Есть, конечно, ребята такие, которые, ну, вот если что-то скажут, блин, типа, чего? Как можно быть таким прекрасным преподавателем? В смысле? Сейчас нужно... Я смущен. В общем, это хуже, чем на конференции выступить, клянусь, 100 раз. Вот. Всем привет, друзья! Это первый выпуск моего шоу «Студень». Начинаю я с подкаста интервью с преподавателем истории в меняющемся мире, глобальной истории и исторической географии кузинером Игорем Эдуардовичем. Здравствуйте. Спасибо большое, что пришли. И, если честно, пока мы тут сидели, ждали, я все хотела задать вопрос, почему вы согласились. Да почему бы и нет? А у меня как-то я даже не думал о том, что, в общем, почему бы не согласиться. Я просто ничего не ждал, у меня не было никаких ожиданий. Просто мне бы эта авантюра показалась весьма сомнительной. Ну, спасибо большое, потому что я очень волнуюсь сейчас, на самом деле. Вот. И я очень благодарна, что вы первый, кто согласился прийти. Первая тема, думаю, очевидная, потому что очень много студентов задаются этим вопросом. Как так вышло, что ваше первое образование было инженера? Ну, я как-то довольно часто на этот вопрос отвечаю. И, вы знаете, так вышло. Вот ничего не могу другого сказать. Ну, то есть, я сейчас расскажу чуть подробнее. Но это какая-то, в общем, какая-то череда совпадений и, в общем, случайностей, наверное. Когда я заканчивал школу, это было довольно давно. И настолько давно, что вот в мой год как бы только ЕГЭ пробное там как-то очень опционально запускали. И у меня особенно как бы не было возможности для гуманитарного, наверное, какого-то образования, потому что, ну, вышка тогда уже существовала, но, в общем, вышка тогда не была в 2006 году как бы тем, чем она является сейчас. И, в общем, не мной, а моими родителями было принято решение, несмотря на как бы на такой явный гуманитарный интерес, что это все, конечно, история и география — это все здорово, но это не профессия, как любили тогда говорить. Вот. И так получилось, что, в общем, родители решили за меня, что мне стоит получать инженерное образование, и это было ужасно, ну, то есть без шуток это было пятилетним кошмаром, несмотря на то, что я как бы встретил там довольно много приятных людей, со многими из которых я до сих пор общаюсь. Все, что касалось учебы, было для меня невероятно сложным. Я помню тот ужас, с которым я готовился к экзаменам, в общем, а я не был таким, ну, раздолбаем студентом, а я как-то, в общем, старался это все понять, какую-то там, не знаю, великую инженерную мысль. И я помню, что я по 1000 раз там читал одно и то же, чтобы запомнить, и я совершенно не мог запоминать. Я кое-как сдавал там все на тройки, несмотря на то, что я, ну, как бы не халтурил. Я по-настоящему готовился. И вот, собственно, это было пятилетнее мучение. И где-то, в общем, когда я перевалил за третий курс, я понял, что я, ну, не смогу, наверное, работать по специальности. То есть вы вообще не технарь? Я вообще не технарь, но так получилось, что я все равно работал по специальности, но это было тоже ужасно. Мне даже, в общем, трудно об этом вспоминать. Но я настолько плохой инженер, что я думаю, где-то до сих пор проложены какие-нибудь
телефонные там, или интернет-кабели, и люди мучаются из-за того, что это проектировал я. В общем, если этот в общем, ваше шоу или подкаст посмотрят люди с проспекта Стачек, то, пожалуйста, простите меня. Это был я. Вот. Но, насколько я помню, по вашему телеграмму вы ностальгируете немного по работе в метро. Да, ну, дело в том, что да, ну, как бы после универа, там в самом конце обучения мне нужно было находить какую-то работу, в общем, и я устроился работать в театр таким администратором, ну, в общем, тоже это было довольно бестолковая и довольно низкооплачиваемая, но веселая работа, вот, где ничего не нужно было делать, и меня это вполне устраивал. Но как бы формально я закончил университет, и, соответственно, как бы общество наложило на меня ожидания того, что я буду каким-то образом работать по специальности. Ну и, собственно, я попробовал. Я пошел вот просто как обычный человек, устроился инженером, там каким-то проектировщиком в научно-исследовательский институт, и отработал там полгода на Елизаровской. До сих пор я стараюсь на Елизаровской не бывать, потому что, ну, это было ужасно. Ну, как бы у меня какая-то даже жуткая психосоматика началась. Я помню, что я постоянно болел на этой работе. Вот все полгода я проболел практически. Вот. И тогда мне позвонил мой одноклассник, однокурсник по моему первому универу, и сказал, типа, а я работаю в метрополитене, электромехаником, мы здесь, в общем, получаем довольно нормальные деньги, и самое главное, что он сказал, ничего не надо делать. И я такой, типа, не говорю больше ни слова, я несу свою трудовую туда. И я принес в метро свою трудовую, и как бы, ну, получилось чуть менее бездельно, чем он мне обещал, но я в ближайшие 6 лет, следующие 6 лет я проработал в метрополитене. А насчет смены деятельности вам не было страшно? Просто со многими знакомыми я говорю, которые вот учатся, и им не нравится, они понимают это, но у них есть какая-то вина и стыд за то, что они уже отучились тут какое-то время, словно потеряли время, как любят говорить старшие. У вас не было такого? Да, было, да, конечно. Ну, сейчас, слава богу, как-то это все, в общем, я только с трудом могу вспомнить. Ну да, безусловно. Ну, то есть этот стыд, конечно, питается там окружением, да, и питается там родителями, которые говорят, что вот мы там вложили силы, и ты вложил там столько сил, как бы, и потратил столько времени, и все такое прочее, и как ты можешь вот, ну, все это просто перечеркнуть. Вот, ну, и еще там, с другой стороны, есть мои как бы однокурсники были, с которыми мы продолжали общаться, и которые, ну, объективно хорошо себя нашли в этой инженерной истории. В общем, тогда как бы начинался IT-бум, и они как-то вот грамотно себя перепрофилировали вот с какого-то такого кондового инженеринга на айтишников. И, ну, в общем, жизнь у них как-то шла вот так, ну, постепенно. То есть завтра было лучше, чем вчера. Вот. А в это время я такой, типа, блин, что-то в моей жизни идет не так, да, возможно, где-то я свернул не туда, и, ну вот, и, да, ну, как бы это страшно, у меня нет совета, как этот страх, в общем, и как вот это отчуждение и подавленность побороть. Честно говоря, я его поборол только когда у меня стало что-то получаться уже вот в академии гуманитарной, вот, и только тогда я понял, да, типа, у меня здесь так все относительно легко идет, в общем, это, наверное, действительно мое. Вот. Это очень круто, что вы нашли себя. Да, что не остались страдать. Это не стало для вас работой, как вот сейчас у многих, что люди просыпаются там, идут через силу. Да, у меня было много офисной работы, и в том числе в метрополитене потом под конец. И, в общем, да. Несмотря на то, что у меня был очень ламповый офис такой, как бы, я имею в виду, там, ну, такой бездельный довольно, как я люблю. И, в общем, несмотря на это, все равно у меня офисная жизнь. Ну, я читала, которые вы сообщения выкладывали. Это было очень смешно. Ну, просто я со смешными людьми работал, ну, у них было хорошее чувство юмора. Вот. Одним из вопросов от студентов был вопрос, который звучит крайне смешно. Каким образом от метрополитена к старообрядцам? Я помню, что когда я увольнялся из метрополитена, ну, то есть я как бы объявил заранее о том, что я поступил в Вышкинскую аспирантуру, ну, до этого я заканчивал магистратуру, работая по-прежнему в метрополитене, и, значит, я получил Вышкинский как бы стипендию-грант, и я понял, что мне больше не нужно работать, да, и что я просто не смогу работать. И я вот за месяц как бы своим коллегам сказал, я ухожу заниматься старообрядцами. И
и, ну, как бы мой коллега сказал, что, ну, как бы старообрядцами в Советском Союзе, типа, я так сказал. И он говорит, какие старообрядцы? Ты, типа, это те, которые в Перуна верят? Ты какой Советский Союз? Ты их там 1000 лет уже нет, там, типа, и все такое. И мне пришлось вот, ну, где-то потратить какой-то полчаса или час на, как бы, на репрезентирование моей темы. Нет, слушайте, дело в том, что как бы в метро я мучился от безделья, и у меня был целый полдня свободных. Вот, я решил, что пойду-ка я получать второе высшее образование. И, в общем, я даже был готов, в общем, платно его получать. Я пошел в университет Герцена, просто потому что он был ближайший к месту моей работы. И, значит, и там был день открытых дверей или что-то в этом духе. И я узнал про существование магистратуры, я узнал... И самое главное, меня там, ну, что называется, схантили. Меня, как бы, религиоведы, меня, в общем, от историков к себе перетянули. Я подумал, вау, как здорово, как тут интересно. И я поступил в магистратуру на религиоведение. В общем, я довольно долго готовился к поступлению с нуля. Ну, как бы не то, что прям с нуля, но то есть я не представлял, как, в общем, это все устроено. И, ну, и все, я поступил, в общем, в магистратуру, и я принес на выбор несколько тем своему, как бы, потенциальному научнику. И, значит, там была такая, как бы, украинская тема, которая уже тогда, как бы, не очень заходила, скажем так, из конъюнктурных соображений. Там была мусульманская тема, где нужно было знать язык, явно не, ну, как бы татарский язык явно не, как бы не на моем уровне. И там были старообрядцы, как такой, как бы, ну, такой сайт-проект. Ну, в общем, я не возлагал на него больших надежд. И мой научник сказал, да, вот старообрядцы, окей, давай, все. И так и пошло у вас, да? Да. И прям вот в этот момент я впервые в жизни вообще прочитал о старообрядцах что-то, кроме Википедии. И как там, в общем, я втянулся. И я, ну, как бы, наверное, не сразу, но я их полюбил. Да, я видела, вы вас даже на подкаст приглашали. Да. Тему старообрядцев. Да. Ну, да, я люблю старообрядцев. Ну, как бы мертвых. Ну, в смысле, в хорошем смысле тех, ну, своих этих столетней давности. Как бы, ну, современные тоже нормальные бывают. В тему, кстати, о подкастах, если можно так сказать, где вы участвовали, я когда искала информацию у вас, увидела, что вы читали лекцию на тему «Религия возвращается», и вначале вы там говорите фразу такую, я сначала подумала, это было снято в этом году. Религия возвращается. Она, ну, на мой взгляд, является в данный момент достаточно актуальной, я думаю, на ваш взгляд тоже, потому что всем понятно, да, что сейчас происходит и в мире, и в России такие процессы, да, о которых 40 лет назад, 50 лет назад ведущие социологи, ну, говорили о невозможности того, что происходит сейчас. Подумала, это было снято в этом году, потому что звучало очень современно, это 5 лет назад. Да. Я прям офигела. Вы религиозный человек? Ну, вообще, скорее, наверное, религиозно в каком смысле? Опять же, ну, в институциональном смысле нет. Я как бы не религиозен, я не прихожанин никакой церкви, никакого, в общем, не знаю, никакой деноминации там, или конфессии себя особенно не отношу. Но я верю в Бога, я верю как бы в что-то такое, что сильнее меня. Вот, скажем так, что мне может помочь. Вот я бы так сказал. Ну и с уважением, на самом деле, отношусь к вере других. Вот. Но не какая-то конкретная религия? Нет, я не думаю. Ну, то есть, очевидно, что в моей голове это, в общем, набор такой довольно христианских каких-то установок, скорее, чем чего бы то ни было. Ну, просто, может быть, потому что я об этом больше знаю. Но, ну, не знаю, я комфортно себя чувствую в любой практически христианском сообществе. Мне окей. У меня есть свои любимчики, где мне приятно какие-нибудь вот католические приходы, ну, и какие-нибудь православные хорошие приходы, добрые. И мне там комфортно, но я как бы я не готов сейчас как бы идентифицироваться, вот, знаете, определиться вот раз и навсегда, как бы, что я вот... Я просто почему-то думала, что вы христианин, и хотела узнать, не мешает ли как-то религия вот вашим либеральным взглядам на некоторые вещи.
Дело в том, что взгляд у меня совсем как бы не либеральный. Наверное, тут надо прояснить. Я такой, я человек довольно левых взглядов. И да, есть такая дурацкая левая установка, там, не знаю, которая в левом движении там и в левой мысли за 200 лет поменялась там масса всего, но какая-то вот такая кондовая штука про то, что религия это что-то, в общем, что должно умереть, там, не сегодня, завтра, или что-то, что, в общем, несовместимо как бы с современностью, она, в общем, почти не поменялась. Вот. Но мне не мешает. Вот честно. Мои вот как бы моя политическая идентичность, моя мой как бы религиозный майндсет и мои академические какие-то, ну, то есть исследования, не знаю, они практически не пересекающиеся вещи. Вот. Ну, нет, политику в исследовании я опускаю, а вот религию как-то совсем нет. Еще в эту же тему мне очень интересно, как вы распределяете гендерные установки в семье, в отношениях. Слушайте, интересно. Ну, дело в том, что как бы не то, чтобы я был, я не знаю, можно это говорить или нет, не то, чтобы я был супер успешным человеком в отношениях, как бы, вот. Но дело в том, что я как бы... Слушайте, я супер вообще нейтрален. Я не верю, что есть какие-то, в общем, отдельные гендерные обязанности у кого-то. Ну, то есть есть просто вещи, которые я не люблю делать, но при этом я могу любить что-то другое, что партнерка или партнер там не любит делать. Ну, вот как бы мне проще, это не привязано никак к гендеру. Вот я, например, люблю мыть посуду, потому что во время мытья посуды я как бы обязательно слушаю музыку или слушаю подкаст. И я люблю готовить. Я меньше люблю убирать и не люблю ходить в магазины. Вот. Мне проще как бы заказать что-то. Ну и как-то у меня, в общем, как правило, совпадало вот как бы вот этот пазл, да, что я люблю и не люблю, совпадал в общем, с партнерками до этого, поэтому я не знаю. Я не распределяю совершенно, мне как бы все равно, хотя я рос в очень патриархальной семье. Ну да, это очень классно, что выходят люди из этого. Ну, я как-то шел к этому. Ну, то есть, да, я 20-летний, я там 33-летний. Это как бы два разных человека. Типа. Еще, когда я искала информацию о вас, я увидела у вас очень много фотографий с путешествиями на страничке ВК. Вот. Хотела узнать, откуда у студента было столько денег путешествовать, во-первых. Во-вторых, какой ваш любимый город из тех, в которых вы побывали? Слушайте, а студента не было денег путешествовать. Это я путешествовал, пока в метрополитене работал. Вот. И там у меня были деньги. Фактически иногда мой рабочий день проходил таким образом, что я просто как бы думал, куда я поеду в отпуск, планировал маршруты, там, не знаю, что-нибудь бронировал гостиницы или воображал, что бронировал гостиницы. Вот. Я любил путешествовать. И как бы это было мое, вот, наверное, такое главное хобби до того, как в моей жизни появилась академия. И, я довольно много поездил, правда, за короткое время. И я не знаю, то есть, очевидно, много хороших мест на свете. Есть нелюбимые места, я как бы не очень хочу их озвучивать. А есть любимые места в России и вне России. Ну, например, в России у меня есть какой-то вот такой топ городов, больших, там топ городов маленьких, где стоит побывать. Ну, не знаю, в России это точно, то есть это Ярославль, это вот моя любовь. И в дальнейшем я туда буду в архивы приезжать, и как бы это очень хороший город, классный. Это Владикавказ, прекрасный, очень такой какой-то, не знаю, хороший, сочный город. И, наверное, слушайте, наверное, не буду врать, наверное, я люблю Москву. Как бы это тоже хорошее место, но такое, очень выборочное. Питера нет в списке. Да, слушайте, я в Питере как-то почти всю жизнь прожил, за небольшим исключением, поэтому я как-то, вот как Оксана Тимофеева, такая философиня из европейского, говорит, что ты понимаешь, что ты дома там, где ты часть ландшафта, то есть где ты не можешь вот
ну, сделать такое отстранение и посмотреть на Питер со стороны, например, да. Ну вот, и я здесь как бы часть ландшафта просто, и я не могу на него взглянуть со стороны. Он просто... А в скольких странах вы побывали? Слушайте, там, по-моему, в районе 30 Офигеть. должно быть где-то. Ну и как бы это про Россию. Ну, то есть просто шикарные города, которые я очень люблю и в которые я мечтаю вернуться. Но есть города, в которые, очевидно, я или никогда не вернусь, или вернусь очень не скоро. Это, ну, то есть прекрасный там город Киев. Ну, не знаю, вот, ну, я люблю Киев, я много раз там был, это прекрасный город, и Одесса, то есть два таких, как бы, хороших восточноевропейских города, классно. Я люблю Будапешт, но при этом, ну, в общем, при том, что вообще довольно меланхоличное место. А так, я не знаю, я прожил какое-то время в Италии, в Турине, и вот это мой город. Я там стал ландшафтом. Как бы это идеальный итальянский город, где нет туристов, где и при этом он очень такой развитый в смысле инфраструктуры, и там не так супер жарко, как везде. И вот я понял, что я ландшафт, когда я, в общем, стал уже прям в тапочках и каких-то домашних шортах ходить в магазин или в кафе, я понял, что все, это я дома. А почему уехали, не остались? Слушайте, это была, ну, изначально временная история, и я учился в аспирантуре просто там и совместной с вышкой. И я знал, что я еду на полгода, и, в общем, что я вернусь. То есть вы не планируете покидать Россию, хотите тут? Ну, я планирую, ну, то есть у меня сейчас такая идет вялотекущая, ну, иногда интенсифицирующаяся борьба за израильский паспорт. И я не знаю, мне как бы, ну, понятно, что там все может измениться в любой момент, даже пока вы будете монтировать. В общем, что-нибудь такое произойдет интересное. Буду монтировать, а вы уедете. Да, поэтому это непредсказуемо. Ну, как бы до прошлого года я никогда не задумывался о том, что я хочу уехать навсегда. И вот только в прошлом году я такой понял, что, блин, я мог бы уехать. Да, у многих случилась такая история. Так, у нас есть вопросы от студентов. Ага. Некоторые весьма, ну, интересные. Испытываете ли вы ностальгию по 2007 году? Слушайте, да, испытываю. Ну, действительно, я эмовал. И мне кажется, я застал самое вот начало этой истории, которая началась, ну, как бы эта история началась даже раньше, 2007-го. Я помню, я только поступил в 2006 году в там, свой первый технический универ и встретил там ребят, которые слушали такую же музыку, как я. Таких у нас в школе не было. И, значит, мы такие, ну, шли с чуваком до метро, и ну, как бы, просто мы были как бы скейтеры, скажем так. И он мне такой, ну, говорит: ты знаешь, сейчас появилась новая субкультура, называется эму, потому что они с челками ходят как страусы эму. И вот сейчас, ну, спустя как бы 16 лет, я думаю, блин, какие челки у страусов, типа, чувак, как бы, ты что-то перепутал. Вот. Но тогда я такой: вау, как круто, блин. И да, как бы я нашел как бы в этой среде каких-то там первых друзей своих, и так, ну, мне помогло это социализироваться. В целом, сейчас, смотря как... конечно, я романтизирую это время, потому что сейчас, смотря вот из 2023 года, что происходило, вот, например, на вечеринках или там на чем-то, ну, как на каких-то вот, не знаю, сходках или там совместных пьянках, да, это было ужасно. Ну, типа, объективно. Не в смысле, как бы, не в смысле алкоголя там или там веществ или чего-то такого, а в смысле того, как люди относились друг к другу, как, ну, вообще, там, как относились к девушкам в этой среде. Это, ну, как бы это ад. Ну, сейчас такое, я надеюсь, что невозможно. Вот. Поэтому я только как бы призываю тех, кто, в общем, тоже романтизирует 2007, как бы, ну, не романтизировать все целиком. Не все было круто, много было отстоя. Вам не тяжело жить от чрезмерного внимания со стороны студентов и студенток? Да нет, я как-то не особенно чувствую, ну, это внимание. То есть я иногда чувствую, я не знаю, чем я заслужил это внимание, поэтому я так как бы чуть-чуть с иронией как бы к этому отношусь, потому что я, ну, не думаю, что я такой как бы
не знаю, интересный человек, чтобы как-то, в общем, вызывать какой-то повышенный интерес к себе. Да нет, ну, бывает, что, конечно, кто-нибудь на выходных пишет где-то еще в 11 вечера в телегу. Ну, да, бывает. Ну ладно, ну как бы ничего, ну я не переживаю, ну то есть я об этом не думаю. Ну если как бы кто-то хочет со мной как бы в стенах вышки пообщаться там или что-то обсудить, то я, не знаю, всегда открыт. А вы не чувствуете, что как будто бы ваша какая-то популярность в университете среди студентов, она вас ограничивает, например, в том же телеграм-канале вашем? 100%, да, абсолютно, да, потому что, ну, во-первых, я в жизни очень сильно ругаюсь матом, как бы я привык и в социальных сетях так, ну, так как бы себя репрезентировать. Вот, и я, конечно, ну, типа, вот у меня есть такой канал с мемами, вот, где я стараюсь, ну, в общем, не допускать мата, хотя самые смешные мемы всегда матные. Да, 100%. И есть, ну, вот как бы вот это понятно, просто, ну, понятно, что вы тоже ругаетесь матом, и все студенты ругаются матом, и это все и так понятно. Ну, просто, знаете, как бы заскринят, в общем, на Ну, какой-нибудь, понимаю, да. да, там покажут родителям, а родители скажут, блин, не за это мы платим. А я думала, вы говорите своим родителям. А моим родителям? Ой, нет, Как же слушайте, родителям? нет, мои родители, ну, как бы, слава богу, ну, отец у меня прям очень старый, прям древний практически. Он, конечно, там со своими установками с первой половины 20 века, и он, конечно, как бы при том, что сам всю жизнь ругается матом, но когда мат попадает в публичное поле, для него это, ну, какой-то апокалипсис просто, что-то невероятное, он там не может читать художественную литературу, если там есть мат. Вот, а так, слушайте, ну вот это, и как бы, может быть, я чуть-чуть, ну, фильтрую информацию, которая касается моей личной жизни. Мне как-то просто, ну, не потому что, ну, мне кажется, это какая-то самоцензура, и мне просто самому как-то не очень удобно. Вот. И вам комфортно от этого? Нет. Нет, ну, как бы, ну, а что я могу сделать? Ну вот, все. Ну, типа, заводить еще один аккаунт, ну... Для друзей. Как раньше были приватные Да, слушайте, инстаграмы. может, подумать. Не знаю. Ну, короче, не знаю. Ну, а стоит ли? Я не знаю. Ну, как бы мне не прям, что парят вот это. Но иногда задумываюсь об этом. Почему вы решили работать именно в вышке? Ой, слушайте, да где предложили, там и решил работать. У меня не то, что был выбор там из 10 мест, вот, а был выбор в вышке на птичьих правах или не на птичьих. Вот, Это как? это на временном контракте и на постоянном. Временно это совсем там копейки. Вот. И так просто вышло, что я как-то прорвался тоже по не очень зависящим от меня обстоятельствам на постоянный контракт. И, в общем, ну, пока все окей. Пока я здесь, мне нравятся вышки. Не устаете ли вы слушать ответы студентов на семинарах, особенно когда нет интересных дискуссий? Или вам, наоборот, комфортнее, когда просто идет обсуждение текста? Ага, слушайте, да по-разному. Я как-то, ну, никогда не загадываю о том, ну, как пойдет семинар. И ну, то есть бывает, что меня, вот давайте так, что мне не нравится. Я не люблю пространные дискуссии, ну, как бы, которые обычно ведут люди, которые не читали что-то к семинару. И вот я не люблю, когда мы там просто на отвлеченные темы говорим, там, не знаю, о Путине, о Трампе, о чем-нибудь еще, там, о глобальном потеплении. Или что-то такое, если это не касается, как бы, того, что мы изучаем. А остальное все, как бы, все welcome. Ну, то есть такая, как бы, такое течение, которое, я не знаю, никогда... У меня все семинары, даже если вот там 3 группы, вот сейчас я веду глобальную историю в этом модуле, и там три группы, и 3 очень разные группы. И мы каждый раз вот с разными группами очень по-разному приходим вот к концу семинара. И меня не пугают как бы такие, ну, как бы... Ну, я не хочу сказать глупые ответы, то, что они не глупые. Ну, может быть, не очень... Необычные. Ну да, специфические ответы меня совершенно не пугают, но и здесь я и в чем-то как бы я не готов к свободе слова. Ну вот в смысле дискуссии вот такой, это, пожалуйста, ну то есть можем обсудить все. Не то, что я там кринжую, да, внутри от какого-нибудь ответа. Нет, ну, бывает так. Нет, есть, конечно, ребята такие, которые, ну, вот если что-то скажут, то у меня я внутри прям
Ну, такой, блин, типа, чего? Но как бы я никогда не подам, не подам виду. Не-не, окей, ну, мы не рождаемся с каким-то знанием, мы его приобретаем, типа, все такое. Зачем нужен брак? Да слушайте, да вообще ни зачем не нужен. Ну, наверное, только в смысле какой-то такое соблюдение бюрократических формальностей. Не, я, ну, как бы небольшой сторонник брака, как бы института брака. И, ну, я был женат, потом развелся. И я не очень, как бы, вот сейчас бы себя, наверное, представил бы в браке, я не очень понимаю, зачем. Ну, вот когда, ну, когда вот год назад произошли, дурацкая формулировка про известные события, ну, в общем, началась вся эта история, возникла, как бы, ну, то есть такая потенциальная возможность, что я уеду, и там началась у меня израильская история какая-то, в общем, с попыткой сделать паспорт. И я тогда был в отношениях, и тогда мы, в общем, серьезно задумались о том, что мы должны просто расписаться, и так, ну, я знаю, что так сделали очень многие мои коллеги, например, которые вот были в таких как бы гражданских отношениях, да, ну, узаконили их каким-то образом, ну, чтобы, скажем, вот моей партнерка могла тоже претендовать на гражданство. Но это нормальная история. Ну, к сожалению, мир, он такой дурацкий, забюрократизированный. И нужно доказывать свою То любовь. есть вы не видите какую-то романтическую, условно, часть в этом? Какое-то, типа, объединение слияние? Слушайте, а я, ну, как бы, у меня есть, конечно, мнение на этот счет, но я не знаю, насколько оно авторитетное. Я, типа, давайте так, я эксперт в старообрядчестве, и я совершенно не эксперт ну, ни в чем, что касается отношений. Ну, просто это, ну, я как бы, я в этом плохо. И дело в том, что, да, ну, мое мнение такое, в общем, что мне это скорее как бы все усложняло, вот, чем помогало. Вот. Как можно быть таким прекрасным преподавателем? И в смысле? Вопросы студентов. Да, слушайте, ну, да я не знаю, я не учился преподавать, и мне кажется, что я все равно это воспринимаю как такое, ну, мне приятно просто общение с приятными людьми, но сам как бы вот акт преподавания мне не то чтобы очень сильно любим мной. Вот, потому что и у меня нет, конечно, никакого педагогического бэкграунда, кроме там каких-то смешных курсов по педагогике в аспирантуре, но я не знаю, мне кажется, что ну, в общем, моя сильная сторона как преподаватель, но мне кажется, что просто как бы это то, что я готов вот выслушать все, как бы literally все, типа, наверное, я не знаю, и, наверное, у меня большая проблема с оценками, потому что я такой как бы добряк, и у меня потом бывают проблемы из-за этого. Вот. Ну да, возможно. Так, в конце у нас небольшой блиц-опрос. То есть я спрашиваю, и вы, не думая, сразу отвечаете. Окей. Любимое животное? Свинья. Любимый алкогольный напиток? Вино сухое, красное. Любимый цвет? Красный, желтый. Любимый город в России? Ярославль. Деревня или город? Деревня и город. Любимый фильм? Очень сложно. Не знаю, смотря в каком жанре. Могу последний хороший посоветовать. Давайте последний. Есть такой фильм, который на английском называется «Hereditary», а на русском «Реинкарнация». И такой довольно умный ужастик. Вот, советую. Ну, вообще, конечно, я что-то поумнее могу посоветовать, наверное. Но вот это первое, что в голову пришло. Анархия или монархия? Ну, анархия, конечно. Любимая историческая личность? Протопоп Аввакум. Любимый политический деятель 21 века? Боже. Кто же это может быть? Я не знаю, я перебираю в голове каких-то российских... А мы только про... Нет, в целом. Ну, нет такого. Наверное, давайте что нет такого. У вас как у Жириновского ответ. Он тоже сказал, еще не выявлено. Ну да, наверное. Ждем. Любовь или работа? Работа. Любимый фрукт? Боже, арбуз. И хотя это ягода. Дом в лесу или у моря? Дом у моря.
Леди Гага или Мадонна? Леди Гага. Сесть в тюрьму за справедливость или отмолчаться? Сесть в тюрьму. Зима или лето? Лето. Метро или вышка? Вышка, ну и метро тоже. Так, с вопросами на этом все. Ага. Я все-таки настаю на своем и попрошу вас сыграть. А я не знаю просто, что... Ну, как бы у меня нет никаких заготовленных. Ну, то есть, если... Мелодичное что-нибудь. Ну, я не музыкант, несмотря на то, что я вырос как бы в семье музыканта. Я совсем в общем, не по этой части, хотя я играл в группе когда-то, но это было настолько смешно, что я даже не хочу об этом вспоминать. И у нее даже не было названия. И в основном это были какие-то... Прям панки-панки без названия. Ну, там, ну, в общем, от панка не было... Ну, нет, мы играли каверы на Pixies и на Joy Division, и на Interpol. Ну, в общем, какие-то, в общем, развлечения такого 2008 года примерно. Сейчас нужно... Я смущен, в общем. Сейчас, давайте попробуем. А так, слушайте, ну, если не петь, то я что-то еще, конечно, мог бы вспомнить. Можете спеть, если хотите. Слушайте, я слов просто я не помню слов. У меня есть... Я вообще пишу стихи, как бы это дурацко не звучало. Ну, так это у меня хобби тоже такое. Встреча с интересным человеком. Название? Нет, боже мой, нет. Ну, название вашего стихотворения. Нет, это я имею в виду, ну, как бы наш с вами формат. Ну ладно. Ильдара и Лейлу хоронили по-русски, жрали сало и колу, пили спирт из канистры, собирались их даже озаглавить крестами, но сошлись на нейтральных посеребряных тумбах, и скуластые дети по колено в утиле, озираясь на это, что из силы ревели, призывали вмешаться то муллу с Кереметью, то мента из поселка, но никто их не слушал, и татарские слезы сквозняки растащили Бугульму и Тетюши в Нижнекамской Альметье. Когда придет весна, ты меня не узнаешь, когда придет весна, ты меня не узнаешь, когда придет весна, ты меня не узнаешь, когда... Вот, не знаю. Спасибо большое, это очень классно. По-моему, не знаю. Ну, в общем, такая история. Очень ужасно. классно. Это сейчас было... Это хуже, чем на конференции выступить, клянусь. 100 раз. Вот. Ну вот. Ну все, на этом все. Спасибо Да? большое, что Да, пришли. спасибо, что позвали. Ну, как бы, зовите моих коллег еще. Они у нас Да, очень у меня уже есть интересные идеи. коллеги. Да. До свидания. До свидания. Спасибо.